я не могу понять одного. Как убийца прознает про свидетелей и про подозреваемых, что так быстро избавляется от них? Мелисса, я боюсь, что в полицейском участке крот. А возможно и тот, кого мы так долго ищем. Ты хочешь сказать, что убийца среди наших людей? Да быть такого не может! Каждого из них я отбирала лично. Ты на самом деле думаешь, что можешь исключить любого, с кем лично знакома? Тебя ничему не научила история пастора и фермера? Или ты думаешь, что если человек работает в полиции, как мы с тобой, то это обязательно означает то, что он святой? Правда? Можно было обойтись и без сарказма, старый пень. Тебе лишь бы понудить. Лучше скажи мне, ты нашел что-то? Боюсь, на этом все не закончится. Кажется, в этом человеке настоящий сатана. Чертов псих! Он бы еще расписался на обратной стороне. А ведь можно сказать, что и расписался. Эту печатную машинку я узнаю из 1000, но боюсь бросаться такими смелыми обвинениями. Я надеюсь, под твоим чутким руководством архив еще сохранился? Конечно, сохранился. Но никаких других записок сумасшедших я там не видела. Работа секретарей, конечно, не столь от этого далека, но нет. Нам нужна бумага о становлении на пост шерифа Нью-Орси, Дерека Арчворса за подписью мэра. Как бы я хотел ошибаться. Значит, следующий этап расследования мэрия Нью-Орси? Мы так близки к разгадке. Поспешим. Доброго дня, господа. Вы к мистеру Райту? Он сейчас не принимает, свободные часы есть только завтра после ланча. Мисс, простите, но нас интересует не мэр, а вы. Вернее, ваша рабочая печатная машинка. Мы просим вас пройти с нами. У нас... Прошу, простите меня. Нельзя было больше закрывать глаза на их нечестивые поступки и методы. Я должна была очистить город любой ценой. Что здесь происходит? Мистер Райт, у вашей секретарши совсем нервы не к черту. Может, воды? Да не убиваем же мы вас. Всего-то зададим Очистили пару город. вопросов. Где я уже это слышал? Город должен содержать в чистоте. Нечестивые люди будут наказаны. Неужели? Ты? Мне кто-нибудь объяснит, наконец? Все это время ты водил нас вокруг пальца, довел до сумасшествия своего секретаря, отправил на тот свет столько людей. Нет, вы оба, ты и твой папаша. Мистер Арчворс, я вас не узнаю. Что вы творите? Догадался-таки, сукин сын. Что? О чем? Секретарь только что призналась в содеянном. Остановитесь! Неужто совесть замучила, раз так быстро согласился? А что, мне теперь скрываться? Ты сам загнал себя в ловушку. Брал взятки, покрывал контрабандистов. Вот он, самый честный шериф Нью-Орси. Поглядите-ка на него. Я ни разу в жизни не совершал подобных поступков. Это клевета до последнего слова. Не трогайте его, это все я. Так и не научился писать от руки, паршивец. Я говорил тебе, что это полезное занятие. А зачем? На машинке же несколько раз быстрее. Лень тебя изгубила. Не жаль, Мелисса, но, боюсь, я все же подам вам плохой пример. Ваш кофе, сэр. Похоже, тогда я перешел дорогу какой-то крупной шишки преступного мира, вот они и нашептали мэру на ухо всякой чуши. Для верности, наверное, и документы подделали. Оказывается, как мало нужно человеку, чтобы отвернуться от верного соратника, да еще и так отблагодарить его за годы службы. Если бы я знал.
Возможно, они были бы еще живы. Моя Эмили. Нам очень повезло, что Райту так хотелось ощутить себя гением с этими картами. Избалованный придурок. Хотел бы я сейчас дать тебе совет держать язык за зубами, но, к сожалению, ты прямо читаешь мои мысли. А теперь, если не возражаешь, я поеду домой. Тебе нужна помощь с документами? Я справлюсь. Спасибо вам и счастливого пути, Дерек. Вскоре после громкой новости о разоблачении преступника, охватившей весь город как пожар, старый шериф покинул родной Нью-Орси. Проезжая мимо места, где когда-то стоял его дом, он заметил поскрипывающую табличкой гостиницу, в которую ему так и не довелось побывать. Теперь пришло время возвращаться к привычным делам, кипам бумаг и вечно сбегающим датским собачкам. А прошлое теперь не тяготило сердце обычного детектива, бывшего шерифа маленького городка Нью-Орси, Дерека Арчворса. Вы же не считаете себя убийцей, верно? Вы называли это порядком, очисткой, необходимостью, чем угодно, лишь бы не произносить такое простое слово. Я правильно понимаю? Этот город годами прятал гниль за улыбками и вывесками. Я просто убрал то, что давно пора было бы убрать. Значит, вы решили, что именно вам позволено проводить черту? Решать, кто еще нужный человек, а кто уже лишний? И вы правда называете это ответственностью, а не удобным способом поставить себя выше других? Вы слишком молоды, чтобы понять разницу, шериф. Вы верите, что печати и приказы способны удержать город от распада? Нет, я с детства видел, что они не работают. Видел, как подобные им люди разрушали его медленно и с удовольствием. Я не собирался ждать, пока все рухнет окончательно. Вы и не ждали, вы мстили. Доркис отказала вам, и вы назвали это распущенностью. Фермер оказался проблемой, когда перестал быть полезным, а пастор мог случайно услышать ваше покаяние. Вы убивали не ради города. Вы убивали, потому что вам нравилось вершить судьбы. Следите за словами, шериф. Я-то слежу, и поэтому говорю вам прямо. Порядок не строится на страхе и крови, иначе он превращается в насилие с оправданиями. Мистер Райт, вы больше ничего здесь не решаете. Вы арестованы.